Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам показываю интересную стрижку на средние волосы. Let's go, друзья! В этом видео я покажу вам модную стрижку под названием шегги. Еще можно назвать эту стрижку зональное градуированное каре. Эта стрижка выполняется на средние волосы. Если волосы длиннее, то эффекта этого уже не будет. Начало стрижки отделяем переднюю зону от затылочной через наивысшую точку головы. Степ 1. На затылочной зоне отделяю волосы прямоугольным пробором, который находится по центру. Ширина пробора 5 сантиметров. Это постоянная величина. И этот пробор я назвала зона Пи. Это я сделала для облегчения понимания. Сказала студентам, отделяем зону Пи. Это значит прямоугольный пробор на затылочной зоне, ширина которого 5 сантиметров. Согласитесь, что гораздо проще назвать эту зону одной буквой, которая напоминает по форме как раз-таки этот пробор. Большинство стрижек в технике Big Step начинаются именно с этой зоны. Итак, отделили прядь, зону Пи и стрижем на заданную длину. Заданная длина я вам указала 30 сантиметров от наивысшей точки головы или 10 сантиметров от линии окантовки или краевой линии роста волос. Я указываю примерные параметры стрижки. В каждом конкретном случае они могут немного отличаться, но совсем немного. Прямым срезом подстригла волосы на заданную длину зоны Пи и к этой зоне подчесываю еще 2,5 сантиметра и стригу на уровне зоны Пи. И таким образом подчесываю все волосы, которые я отделила в самом начале, разделяя переднюю и затылочную зону. В итоге у меня должна получиться абсолютно ровная линия. То же самое делаем с другой стороны. В итоге, если очесать все волосы на затылочной зоне, они должны быть подстрижены под прямую ровную линию. Это линия и зона А. Степ 2. На макушке отделяю прядь и стригу ее на заданную длину. В данной стрижке заданная длина 20 сантиметров. Это опорная точка для зоны Б. Отделяю на макушке еще больше волос от пробора от уха до уха с правой и с левой стороны. Ширина этой зоны около 5 сантиметров и прядь находится под 90 градусов в этой зоне.
и подстригаю на уровне опорной точки зоны B. Все очень просто. Стригу прямым ровным срезом и распускаю волосы вниз. Степ 3. Видите это расстояние? Эти волосы между собой надо соединить. Для этого отделяю зону P шириной 5 сантиметров, но вы уже помните. Далее важный момент. Отделяю 5-7 сантиметров от краевой линии роста волос. И эти волосы не трогаю. А оставшиеся волосы соединяю между собой. По моей технике я сейчас соединяю зону B с зоной А и получаю зону С. То же самое делаем с правой стороны. Отделяю 5-7 сантиметров, оставляю волосы в свободном падении, а оставшиеся волосы соединяю. Зона Б и зона А между ними находится зона С. И делаем то же самое с левой стороны. Для чего я это делаю? Почему я нижние волосы оставляю нетронутыми? Потому что градуировка в этой стрижке идет только в зоне B и в зоне С. Если выражаться стандартными парикмахерскими терминами, эта зона называется верхняя затылочная зона, а зона С находится до затылочного бугра. Но, как показывает практика, название А, Б, С, Д, Е, которые я изобрела в Big Step, гораздо понятнее для всех, чем вот эти супер-мега профессиональные парикмахерские термины. А сейчас покажу вам вариант тех же действий, только применяя зажимы. Отделяю сразу нижнюю зону 5-7 сантиметров и все волосы закалываю зажимами. Хотя, честно говоря, я вот это не люблю с этими зажимами мучиться, отделять это все. Вот вообще не моя тема. Гораздо все, конечно, проще, если ты понимаешь, конечно, схему, если ты в голове уже себе все разложил, конечно, гораздо проще без зажимов. Но вдруг, если еще не разложено ничего в голове, то можно, конечно, использовать и зажимы. То есть отделила всю нижнюю зону и ее еще закалываю. Конечно, на это уходит гораздо больше времени, но, возможно, кому-то так будет и понятнее. Делаю те же действия.
Степ 4. Работаю с челкой. Отделяю челку. Ширина челки до лобных впадин. Глубина примерно 5 сантиметров. Все зависит от густоты волос. И стригу на заданную длину. В этой стрижке очень важный момент. Длина челки определяется по самой широкой части лица. Это центральная часть или зона скул. И желательно, чтобы челка даже немножко прикрывала зону скул. В зоне челки мы получаем 3 точки. Первая по центру и вторая, третья по бокам. Это опорные точки. Степ 5. Работаем в височно-боковой зоне. Соединяем точку 2 с зоной А. Оттягивать руку нужно до тех пор, пока не скроется точка 2 и зона А. И только после этого стрижем волосы между ними. То же самое делаем с другой стороны. Степ 6. Работаем в зоне D. Это теменная зона, выражаясь обычным парикмахерским языком. Отделяю параллельно центральному вертикальному пробору вот такой широкий ряд и нахожу опорную точку зоны B и первую точку зоны челки. Ширина этого ряда 2,5 сантиметра. И стригу волосы между этими точками. К этому ряду подчесываю еще 2,5 сантиметра и стригу волосы на уровне первого предыдущего ряда. То же самое делаем с другой стороны. Степ 7. Отделяю волосы в зоне Е. Зона Е – это шляпная зона. Отступаю от краевой линии роста волос 4-5 сантиметров. Оставляю эти волосы в свободном падении, то есть я их не трогаю. Отделяю волосы, которые я только что подстригла в зоне D, и соединяю между собой зону D и А.
Таким образом, я получаю зону Е. Работаю быстрыми большими шагами, и за 3 среза я подстригаю всю шляпную зону или зону Е. То же самое делаем с другой стороны. Скорее всего, у вас возникнет вопрос, почему я отступаю от краевой линии роста волос 4-5 сантиметров и не стригу эти волосы. Они не участвуют в общей стрижке. Такая техника стрижки присутствует для того, чтобы нижняя часть была более массивной и лежала, так скажем, чтобы было вам понятно, более прямо и ровно. Тогда на фоне этой формы градуированный верх будет казаться более растрепанным и объемным, что очень актуально именно в этой стрижке. Степ 8. Все завершится укладкой. Хотя эту стрижку можно было и не укладывать. Но я хочу вам показать, как можно укладывать данную стрижку под названием шегги, применяя диффузор, чтобы получился объем на голове. И еще небольшое замечание. Если волосы намного гуще, чем у моего клиента, то нужно обязательно по концам сделать такую жесткую филировку, чтобы они торчали в разные стороны. Это делается очень просто, безбожно рвутся концы. Но на тонкие, средние или редкие волосы лучше этого не делать, потому как вы просто уменьшите объем и больше вы ничего не добьетесь. Вот у нас получилась моя модель, которой мы сделали стрижку шегги. Как лежит эта стрижка, все зависит от качества и количества волос. Но смысл такой, вы видите, что объем находится в самой широкой части лица, по центру. И такая стрижка просто идеальна для людей, у которых длинное, прямоугольное, узкое лицо. Но это в качестве коррекции лица с помощью стрижки. А вообще эта стрижка, конечно, очень популярна, потому что она молодежная, дерзкая и очень легко укладывается. Главное, правильно ее подстричь. Видите, как все просто? Всего каких-то 7 шагов в технике Big Step, и мы получаем классную молодежную стрижку. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, для тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.